Вот от подписчика пришла такая посылочка. Александр с Белой Церкви прислал здесь мотор, который стоит в трехколесном такой, ну вот этот электровелосипеде. В Железном порту, я вам скажу, очень много используется в Херсонской области, очень много используется в логистике, на них возят товар, так как такси перевозят людей. И здесь лежит его электродвигатель, который он хочет, чтобы я протестировал в режиме генератора для ветряка. Да, они такие там и были. Я когда эти мотоциклы, мы ездили, электросамокаты, скажем так, да, я у них видел на заднем редукторе. Как раз вот такие и стояли. Только там чуть побольше были, кажется. Сейчас посмотрим, что тут у нас за устройство приехало к нам. Ой-ой-ой. Ох, это зима в этих шмотках. Так. Здесь надпись есть. Значит, здесь написано МЗ-72В, 72 вольта. 1500W. Потом какой-то серийный номер и что-то еще на китайском. Вот. Довольно вот такая вот интересная, аккуратно сделанная штучка. Единственное, что я хочу сейчас сделать. Да, чувствуется, что в нем есть магниты, конечно. А сейчас мы замкнем и посмотрим, насколько эта штука вообще способна, скажем так, упираться. Ну, есть, конечно. Хорошо, да. Хорошо. Так, я уже звонил Александру после того, как получил посылку. И он мне дал добро разобрать его и посмотреть, как же оно устроено внутри, на каких магнитах. Будем разбирать аккуратно, чтобы не повредить шестерни. Потому что, я как понял, это входит в задний мост. Попробуем через заднюю крышку пройти вовнутрь и посмотреть, как он устроен, на каких магнитах. Так, ну это я все сделаю за кадром, чтобы время не терять, а потом покажу вам в открытом видео уже его. Ну вот я разобрал электродвигатель от Александра. Что вам хочу сказать? Давайте по статору, да, сначала. По статору, значит, 12 зубов, 12 пазов. Намотка на каждый зуб идет. Вот. Поскольку витков провода я не знаю, сколько жил намотано, можно было бы узнать, но для этого надо вот это все распаковывать. Честно говоря, не имею никакого желания. Оно тут довольно все так аккуратненько сделало. Замерил микрометром диаметр провода 0,62 миллиметра. Получается он вот так. Тестером, если померить, конечно, он нам ничего не покажет, потому что здесь получается очень низкоомная токовая обмотка будет. Вот, что здесь межфазная? А ничего, здесь это погрешность этих самых наконечников самих. Да, вот 0,3, а этот показывает тоже 0,3. Так что не, это очень, короче, низкоомная обмотка токовая, ясно. Так, что касается ротора. Ротор у нас, значит, получается, имеет, короче, ротор длину 60, или высоту, да. Диаметр 75. Диаметр 75 ротора. Вот, магниты стоят, видите как? Магниты стоят вот так вот под углом, почти что вертикально, по 2 магнитика на полюс, но при этом магнитных полюсов 10. Вот, просматриваются вот такие линии прямо от магнитных полюсов. Их получается 10 магнитных полюсов и 12 пазов у него. Магниты, получается, у нас, значит, стоят в шириной 12 миллиметров. И высотой, ну, как обычно, трешка, 3 миллиметра. При длине 60. Вот, я вытащил, я вам скажу, с трудом я его из статора. Что еще вам сказать? Что здесь еще такого можно, чтобы навскидку увидеть?
Ну, все, наверное, да. Сейчас мы сложим назад его и попробуем посмотреть, что означает 1500 ватт. Сейчас собираем его и поставим в токарный станок, посмотрим, что будет и как он будет, сколько ватт он выдаст. По большому счету, коммутируя, не коммутируя, меняется напряжение, меняется ток в амперах, а суммарная, скажем, мощность в ваттах, она останется прежняя. Поэтому сейчас мы посмотрим, сколько вот этот небольшой генератор, мотор может выдать в токарном станке. На этом пока все. Так, ну что, Александр, вот ваш мотор в патроне токарного станка. Я зажал его за вентилятор, чтобы, не дай бог, не повредить вот эту вот шейку, потому что там, я как понял, она вставляется в подшипник у вас и шестерня, что все это было у нас осталось целеньким. Вот, поджал задней бабкой. Так что сейчас мы включим и посмотрим, что он может, на каких оборотах. Ну, реально для того, чтобы хотя бы заряжать аккумулятор, да? Смотрите. 800 оборотов. 800 оборотов без нагрузки. 14 вольт. Это как раз, чтобы заряжать 12-вольтовый аккумулятор. Но при этом 800 оборотов. Это сумасшедшие обороты для такого генератора. Теперь будем нагружать его и смотреть, какая же мощность, сколько ватт этот генератор может выдать. Так, 14 Ом. 14 Ом 8,3 ватта. 7 Ом. 17,8, 24 ватта. 3,5 Ома. 46 ватт на выходе. 46 ватт, 12 вольт. Вот. 1,5 Ома. 94. Смотрите, напряжение даже не падает. То есть, что значит токовая обмотка? Обмотка бешено толстым проводом намотана. 94 ватта. Следующий мы дадим нагрузку 0,5 Ома. Фактически короткое замыкание. Переключаем. Смотрите, 0,5 Ома. 247 ватт. Напряжение 11 вольт. 22 ампера. То есть, говоря, 250 ватт. Все. Я выключу, чтобы не шумело. 250 ватт на 800 оборотах он дает. Вот, 800 оборотов. Теперь, каким бы, как сказать, не быть умным большим физиком, что бы вы здесь не переключали, мы можем переключить обмотки, сделать их, ну, последовательно, то есть потоньше. Он начнет на меньших оборотах давать уже 12-вольтовую зарядку, да, при этом упадет ток. Ток сейчас у нас 20 ампер, потому что все провода были в параллель. Мы бы сделаем последовательно, значит, ток упадет, напряжение поднимется, будет он на меньших оборотах давать больше напряжения. Но, единственное но, свои 250 ватт, как он выдавал, так он и будет выдавать. Мотор, у которого написано 1500 ватт W, потому что его родили быть мотором, а не генератором. 1500 ватт на нем написали в режиме электродвигатель, а по факту 250 ватт. 200, как оно и есть. Раздели то, что на этом мотор колесах написано, раздели на 6, на 5, и ты получишь количество ватт в режиме генератор. Успокойтесь вы с этими мотор колесами. Я вам сейчас чуть-чуть дорисую и покажу, почему никаких киловаттов вы не получите с этих своих 10 киловаттных. Блин, с этих 3 киловаттных. Вы поймите правильно. Вся суть заключается в магнитах. Когда в генераторе стоят 3-миллиметровые магниты, как говорится, вы что хотите делаете. Вы хрен получите свои ватты, киловатты. Блин, это вообще тот маразм, знаете, как, я не знаю, люди в этом увлеклись. Сейчас я объясню на бумаге, как оно получается.
Так, ну попробую теперь я вам объяснить, почему вот эти вещи, мотор, колеса, плохо работают как генератор. Пойдем отсюда в эту сторону. Это наш АКБ, аккумулятор. С него выходит и попадает в контроллер. Контроллера выходит 3 фазы, 3 провода, идущие в мотор колесов, толстенные провода, которые сопротивление 0 Ом. Что происходит в мотор колесе? Вот наш зуб. Нарисую его вот так. Наш зуб. Один зуб. Потом тут вот следующий идет зуб. Да, вот так нарисую. Не художник я, конечно. Вот. Вот так следующий зуб идет. Вот они идут, да? Скажем так. И вы поняли. Здесь стоят магниты. Стоят магниты здесь. Вот так. Я ж правильно все рисую? Вот. Стоят магниты. Все. Здесь есть еще органы управления, регулятор, да, нарисуем, скажем так, вот так. То есть там газ регулируется, реверс и все остальное. Аккумулятор здесь, вот в данном случае 72 вольта. Контроллер, а этот написано 1500. 1500 W, мощность. Ну, контроллер, естественно, минимум, наверное, на 2 киловатта, да, хотя бы, когда 1500 ватт у тебя колесо. Что происходит внутри? Так как мы уже знаем, что на этих зубах, на зубах намотан толстенный провод, толстенный, охереть какой толстенный, который с тестером я померил, оно показало 0 Ом, то есть фактически его невозможно измерить. Контроллер подает сигнал, открываются ключи, здесь стоят полевики, скорее всего. В этих катушках появляется бешеный ток, сумасшедший ток получается. Равный, кстати, я его разделил, получилось вот 20 ампер. Вот этот магнит попадает в это магнитное поле. Как оно рисует магнитное поле? Вот так, да, рисует магнитное поле. Вот этот магнит попадает в магнитное поле с током в 20 ампер. И глубоко насрать, какой он толщины. Его сделали 3 миллиметра. 3 миллиметра. Это фактически, знаете, как шип на автомобильном колесе. Вот зимняя резина. Все, они зацепились. Понимаете? Они зацепились, и колесо, потом оно переходит на этот магнит, и колесо вращается. Поняли суть этого магнита? Это магнит фактически для, скажем так, чтобы передать вот эту бешеную энергию с этой обмотки на колесо. Когда в гору идет, не с горы, конечно, все равно. Вот чтобы передать энергию, нужен для этого магнит. Железо бы здесь справлялось плохо. Магнит имеет одну полярность, вторую полярность, переключается, все, вот и происходит сцепка. Для этого достаточно маленького магнитика. Вот так работает мотор-колесо. Это то же самое. Здесь возникает бешеный магнитный ток, потому что провод, мы видели, уже очень толстый. Этот магнит попадает в магнитное поле. Все, там бедный потеет нахрен. То же самое здесь. Вот магнитные поля бешеные. Все, ток 20 ампер течет у нас, как говорится, на полной скорости. Все, вот так работает мотор-колесо. Там есть тонкости, я не хочу вдаваться в них. Теперь, как работает генератор, который у нас в ветроколесе. Те же зубы, да? Те же зубы. Вот такие вот грибы перевернутые. Те же зубы. Это все знают, но просто это не знают те, кто... Ой, мотор-колесо 3 киловатта, 5 киловатт. Здесь намотан провод. Намотан провод уже, от которого будет зависеть мощность выходная вашего ветрогенератора. То есть, чем толще вы намотаете и чем больше витков, значит чем больше витков, значит он будет на меньших оборотах уже начинать вам давать зарядку, не на 800. Знаете, какой винт нахрен вы здесь сможет работать, чтобы выдать свои 250 ватт на 800 оборотах? Это надо, я не знаю, какой винт сюда поставить. Вот видите, кстати, залипание довольно большое. Вот. И у генератора в ветряках тоже стоят магниты. Напротив тоже так же все происходит, правильно? Крутятся. Вот.
только магнит, блин, не 3 миллиметра, а минимум хотя бы, как я взял, 5. Вот у меня, я в начале ролика, 5 миллиметров магниты. 5 миллиметров магниты. Высота в основном даже играет роль. Для чего? Потому что у магнита есть свое магнит. Здесь нет магнитного поля. Это же на выход идет. У магнита есть магнитное поле свое. Вот оно. Вот от того, насколько сильный стоит магнит, зависит, блин, какое силы магнитное поле появится здесь. По поводу... забыл, просто важный момент упустил, поэтому решил такую вот вставочку сделаю видео по поводу, что этого мотор колеса плохой генератор, почему получается. Вот смотрите, мы уже знаем, что магниты 3 миллиметра, да, стоят в этих самых в мотор колесах. И намотан вот здесь провод, вот этот толстый провод, о котором я рассказывал. И еще одна важная вещь, вот смотрите. Высота зуба или как длина зуба, вот это, сколько здесь, порядка где-то, наверное, 2 сантиметра в мотор колесе. А вот генераторы, которые я делаю из простых трехфазных двигателей, я думаю, здесь не больше 10 миллиметров. То есть сантиметр здесь, высота вот эта высота, понимаете, вот эта высота. То есть и здесь, естественно, у него, то есть вот этот зуб, он короче, чем у мотор колеса. А теперь смотрите, что получается. Зуб длинный, а магнитик маленький. Вот магнитное поле магнита, а здесь же витки у нас намотаны, правильно? Вот, и здесь намотаны, и тут. Магнитное поле этого магнитика должно, оно как я его рисовал, оно должно как можно больше захватить витков. Вы понимаете, магнитные поля как... он маленький, магнитное поле у него маленькое, поэтому захватывает только не... почти что там, 3... Сколько получается? 20% из того, что тут намотано. Вы понимаете? Почему тока и нет, ваттов нет, тока нет? Потому что он захватывает маленькое количество всего лишь. Он маленький. А 5-миллиметровый, скажет, на 2 миллиметра. Это не на 2 миллиметра, в процентном отношении насколько больше 5-миллиметровый. И это расстояние у меня, зуб у меня короче. Получается, моему магниту почти что всю хватает захватить все витки в генераторе. Вы понимаете? Вот магнитное поле этого магнита, оно больше, потому что он толще. Площадь тоже как бы не последнее дело, но все равно площадь это площадь. А вот пробить витки, которые, чтобы все витки получили магнитное поле, чтобы там появился ЭДС так называемый, понимаете, нужен магнит. И чем больше магнит, я еще раз говорю вам, тем он, плюс тут еще у нас зазор, и тут есть, это тоже разрыв между. И вот поэтому, когда большой магнит, у него вот эти вот волны, они большие, и они пробивают всю катушку. Почему важно еще? Понимаете, что такое, для чего сила магнита важна, для чего она нужна? Чтобы пробить все вот эти вот витки. И тогда здесь появляется хороший ЭДС, хороший ток. В режиме генератор. А когда в режиме электромотор, я вам рассказывал, ему глубоко досрать, какой здесь стоит магнит. Он его схавал в магнитном поле, и все. Это сейчас я вставлю в видео. И насколько толстая обмотка может забрать это все поле. Чем толще магнит, вот вы должны понимать, здоровый магнит стоит, тем больше здесь этого поля, сильнее. В ветряке, который я никак не закончу для отопления дома, так называется, у меня стоят магниты размер спичечного коробка. Ну вы понимаете, какие размеры? Спичечного коробка размер идет. Валера Валки, дай бог ему здоровья, с его видео я только, как сказать, и учусь, и познаю, и проверяю свои знания. Показывает мотор-колесо мощностью 3 киловатта, такое вот. И рядом его ветрогенератор стоит на видео, который тоже те же 3-4 киловатт. И какие там магниты стоят. Вы поймите правильно, в генераторе, который будет вырабатывать электрический ток, вся суть заключается в размере магнита. Чем больше магниты, чем выше они, да, тем мощнее генератор. То, что я собираю
на 5-миллиметровых магнитах я получаю 400 ватт, а то и 450 ватт на 500. Я больше 500 оборотов не проверяю свои генераторы. Понимаете? А здесь 800 и 250. И все. Почему? Потому что магниты здесь тонкие. Во всех ваших мотор-колесах магниты стоят тонкие. 3 миллиметра. Для изготовления ветрогенератора, как говорится, тех, кто изготавливают, никто не покупает 3 миллиметра. Ну, только если нужда заставляет и денег нету. Потому что все более-менее интересное начинается минимум от 5 миллиметров. Вот я взял 5 миллиметров с Китая, вот это, ну, так называется, N52, очень сильный. Знаете? А лучше взять 10 миллиметров. А на тех ветряках, которые многокиловаттные, которые вы все хотите, там стоит 15 миллиметров магнит, а то и 20 миллиметров магнит. Так цена его охренеть какая. Потому что чем больше магнит, тем дороже. Вы сами знаете, эти особенно большие поисковые магниты, чем дороже. Вот почему мотор-генератор, мотор-колесо никогда не будет генератором. Сколько бы вы ни написали, может вам напомнить те первые магнитофоны японские, где было написано 1500 W, и он такой пластмассовый переносной. Это значит было 15 ватт рашистских, ну советских, ну на канал звуковой, а не 1500. Советские колонки S90, помните? S90 колонка. Сколько ее мощность, вы знаете? Ее электрическая мощность 90 ватт. То есть толщина провода, намотанного в динамиках, выдержит мощность 90 ватт. Но музыкальная мощность у нее была 35 ватт. Почему? Потому что размер бумаги, толщина коробки, с которого была сделана эта колонка, она соответствовала мощности в 35 ватт. 35 ватт, все. Никаких 90 ватт в S90 никогда не было. Электрическая, да, она не сгорит, но она же звук-то не, она хрипеть будет. Также и здесь, в ваших мотор-колесах, когда вы видите 10 киловатт, как там получается, W, да, вот так, киловатт, вы это разделите на 5, а то и на 6. И тогда вы получите то, что он сможет в режиме генератор. Только возникает другой вопрос. А сколько стоит колесо? 5 киловатт? Киловатт. Ой, блин, я уже за киловатт. 10 киловатт. Да? Насколько я там, тот же Валера дал ссылочку на того клиента, кто ему попросил перекоммутировать. И, короче, там получается, я по ссылочке прошелся, посмотрел, там получалось 14 тысяч гривен. 14 тысяч гривен. Это вы только в руках держите генератор, который по факту выдавал, что там 500 ватт мог выдать. 500 ватт мог выдать с ценой в 14 тысяч. Если вы любители, меня, извините, ветрогенератора вам хочется. Но есть, как говорится, золотые руки Валеры. Он собирает большие, мощные, как сказать, ну, естественно, они дешевыми не будут. Пожалуйста. Если вы хотите вот те игрушки, которые собираю я, пожалуйста. До 500 ватт, в принципе, я себе нашел такую нишу. До 500, 0,5 киловатт, все. Знаешь, это, как сказать, ну, есть свои на то причины, могу потом как-нибудь рассказать. Почему я не хочу собирать 1 киловатт, 2, 3, там, и все остальное. Знаете, другие размеры, другие габариты, другой вес, в общем, много чего. Поэтому со своими мотор-колесами, блядь, да успокойтесь вы наконец-таки. Ну, во-первых, нормально не закрепить его, лопастя на него не установить. А люди, знаете как, не хотят понять, что они купили туфту и начинают лопастя менять, хвосты там делать, чтобы они, блин, это там как-то работали правильно. А если я поставлю такие, да какие хотите вы поставьте. Когда внутри стоят 3 миллиметра магниты, хрен он когда будет нормальным генератором. Вы поймите правильно. И это не для этого их изготавливают. Ясно? Может, я в чем-то ошибаюсь по физике, но суть все равно заключается. Вот если все такое было правильное, нахрена бы я покупал магниты 5 миллиметров. Ну, хотелось бы купить 10, но там другие цены. Можно было купить 3 миллиметра магнитик и собрать колесо в 10 киловатт. Ой, блядь. Да никогда этого не будет. Потому пока ты не вложишь денег,
ты не получишь. Только вкладывать надо правильно, а не покупать ерунду. Пусть кто-то обидится, не обидится. Потому что вот тот же Александр с Белой Церкви, он тоже вот этим, там у него 2, кстати, мотор колеса, он пытается. Так там вообще, там, как я понял, 300 ватт колеса. Ну, 300 ватт разделите на 5, на 6, вы получите его в режиме генератора. Перекоммутировали вы, не перекоммутировали вы. Это все уже не мощность, не будет больше. От того, что вы коммутируете, мощность не возрастает. Возрастает, как говорится, напряжение, чуть-чуть уменьшается ток, да, у вас будет не при 800 оборотах будет заряжаться, а при 400, это тоже до хрена. Ток будет 10 ампер там, ну, но мощность все равно останется одна и та же. Так же, как и вот эти ветрогенераторы с Китая, которые люди покупают. Какие цифры там написаны на тех генераторах? Вы где-нибудь там видели, чтобы реальные цифры были? Ну, 1500 ватт. 1500 ватт, я не знаю, там ветряк. Винт 2 метра. Как нахрен при 2 метра может быть 1500 ватт? Ну, я тоже делаю винты 2 метра. Ну и что? Где там 1500 ватт? 500 ватт, да, можно получить. Ну, может, кто-нибудь за счет каких-то более правильных вычислений там сделает чуть больше. Но нету в ветрогенераторах китайских 1500 ватт, запомните, при 2-метровом винте. Не, ну, может, на ветре в 50 метров в секунду он и выдаст. Но потом начинается защита срабатывать, контроллер остается. Так дайте же покажите же цифру 1500 ватт. Если, как говорится, это мотор-колесо, и оно 1500 ватт, но это говорит, колесо, мотор, это же неправильно, то тут-то генератор вы покупаете. Покажите мне где-нибудь 1,5 киловатта, чтобы на 2-метровом винте, ну в реальном, только нормальном ветре, там до 10 метров. Считается нормальный ветер, я считаю, вот это до 10 метров, мои условия, да, вот когда я что-то сделаю. Вращение генератора с 2-метровым винтом, я считаю, до 500 оборотов. Ну как может быть, блядь, да, если мой генератор скрутить на 1000 оборотов, у меня, извините, там киловатты появятся. Ну где вы видели 1000 оборотов и на какой винт это сделает? Чем больше вы делаете винт, тем меньше обороты. Ну надо же мощность, блядь, до 2 киловатта надо же хапануть, как говорится, обитаемую площадь. И при этом, блядь, сделать 1000 оборотов. Ну такого не бывает. Ну, так что, пожалуйста, думайте. Думайте, как говорится, когда вы что-то покупаете, когда вы что-то хотите. За 14 тысяч гривен вы покупаете мотор-колесо, и это еще не ветряк. Это еще не ветряк, далеко не ветряк. Вам нужно будет потом токосъем, поворотный механизм, хвост, купить винт, хаб. Так, бля, сколько станет ваш ветряк? Мощностью 500 ватт по факту. Вы понимаете, в 20-очку. А то и больше. А в принципе, да, вот китайское как говно так и продается, которое по 1,5 киловатта. Оно же фактически это оно и есть. Как 500 ватт. И цена там как раз так и есть, что-то там 35 тысяч. Ну, блин, люди, ну что ж вы так это баблом разбрасываетесь? Ну, купите детям апельсины или для ВСУ, как отстегните на, чтобы на оружие там, на все. Ну и как обычно, в конце каждого ролика хорошим людям я хочу пожелать, независимо от их национальности, счастья, здоровья, успеха, любви, богатства, чтобы деньги сыпались на голову дождем и желательно зеленые. А тем, кто считает, что в Украине есть фашизм и поддерживает войну, я вам тоже от души скажу, чтобы вы сдохли, чтобы сдохли ваши близкие, чтобы ваш род закончился на этой войне. Вы твари. За то горе, которое вы просто рукожопая рашка, рукожопая рашка не знала, чем заняться и напала на соседнее государство. Понимаете? Блин, вы подонки, поняли? Вы подонки. 90% россиян это подонки, блин. Слава Украине! Смерть врагам! Победа будет за нами!